Давайте знакомиться. Меня зовут Вартанов Арсен, основатель компании CL Global Concept, компания по разработке дизайна и производству рестайлингов для автомобилей премиум-класса. Сзади меня стоит Урус, и сегодня мы немного расскажем об этом автомобиле. Могу сказать, конечно, что на этом автомобиле можно поехать на рыбалку, ну или, конечно, на охоту, но на природу, не совсем дикую, спокойно можно проехать и получить удовольствие. Сейчас мы на режиме Terra, едем по гравике достаточно уверенно, спокойно, мягко. Вот, опять же, учитывая, что мы едем на Sport SUV. Здесь такой пейзаж, немного как в вестерне. Вот мы проехали немного по серпантину, по гравийке, и сейчас выезжаем на трассу, на дорогу, на ровную, на гладкую. И, конечно, на этих 24-х катках намного интереснее и приятнее ехать. И переходим с режима Terra на Corsa. Я думаю, вам слышно этот звук, этот выхлоп. Несколько обзоров есть много обзоров про Урус, есть несколько обзоров в сравнении Уруса с другими автомобилями, там определенно такого же класса. Это Bentley, это Cayenne, это RSQ8. И у этого автомобиля кардинально отличается звук. Он здесь в стиле Lamborghini, это эмоции, это несравнимо ни с чем. Даже на режиме Corsa, на 24-х колесах, профиль, соответственно, перед 35, сзади 30. Вот. У нас не совсем прям идеально гладкая дорога, но хороший асфальт. Но чувствуется, что он достаточно мягко идет, соответственно, за счет своей подвески. Есть очень много таких спорных моментов, критики о том, что это Volkswagen Group, это Audi, но здесь есть такое «но», это душа Lamborghini, и ты это чувствуешь. За счет технологий, которые выработаны большими производствами на протяжении очень многих лет, мы получаем очень серьезный комфорт.
И плюс к этому мы получаем харизму и душу Lamborghini, и вот эта коллаборация — это нечто крутое. Здесь такой небольшой ветерок, это пригород Армавира. Вот эти просторы нам дают возможность увидеть его сдалека, рассмотреть все эти формы, сделать хорошие кадры. И давайте я вам расскажу поэтапно за то, что происходило с автомобилем, что мы на нем меняли, какую работу мы проделали. Итак, первый элемент тюнинга, который многих интересует, это колеса. Соответственно, одни из больших дисков, 24 радиус, это моноблоки, ковка. У них интересный дизайн. Дизайн также разработан нашей компанией SL Global с логотипом Lamborghini и Formaccar наших партнеров, которые также, как я говорил, предоставили нам автомобиль. Соответственно, самая интересная часть, которая нас интересует, это передняя часть автомобиля. Это крылья, это капот, это передний бампер с интересным таким сплиттером, с боковыми дополнительными сплиттерами. Они находятся у нас вот здесь. Это отдельные элементы. Этот сплиттер отдельный элемент и, соответственно, целиком весь бампер. Это одна из сложных деталей этого автомобиля, этого рестайлинга. Первое, что привлекает здесь внимание аутентично, это, соответственно, логотип. Вот этот бык, когда мы смотрим на эту морду, ее по-другому не назовешь, он прям символизирует конкретно быка. Всем своим видом он нагло показывает, что я самый большой бык. Это сделали изначально Lamborghini в этом кузове Urus, придав свои формы, увеличив передние части бампера, вот эту часть заострив, увеличив. И переход в капот, у нас двойная окантовка такая интересная здесь. Верхнюю часть тоже, если сравнить с заводской, она достаточно гладкая, простая, небольшие рожки здесь. Мы все это увеличили и сделали это более мощным, соответственно, придав также дополнительные линии от самого Lamborghini. Боковая часть бампера, она достаточно интересно переходит в заводское крыло. Здесь мы сделали более мощную щеку, вытащили ее немного в сторону, добавили такой элемент, выдвинули ее вперед, и получился такой прям более злой образ. И все это, конечно, переходит в крыло. Здесь верхняя часть у нас другой формы. Вот эта часть усилилась, соответственно, у нас автомобиль стал шире. Если мы возьмем в совокупности с двумя этими элементами, заводское крыло и дополнительный элемент расширитель, он также новый, то эта часть у нас увеличилась на 3-3,5 сантиметра. Зад у нас увеличился на 4-4,5 сантиметра. Следующий элемент – это молдинги пороги. У нас есть дополнительный декоративный элемент, это такой сплиттер. Это также отдельная деталь. Дальше идут более такие широкие, более массивные, с дополнительным лезвием. Здесь у нас также продуваемый элемент, здесь у нас воздух выходит. Это такое как бы небольшое антикрыло, которое придало ему тоже больше форменности, больше выразительности. И здесь у нас мы переходим в один из самых сложных элементов на автомобиле. Это расширение. В совокупности с этим дополнительным элементом это около 4,5 сантиметров. И оно у нас врощенное. Это как раз тот момент, когда мы смотрим на автомобиль, и он кажется заводским. Мы не понимаем, где есть элементы тюнинга, где нет. Здесь хотелось бы еще подчеркнуть то, что автомобиль перекрашен. Изначально он был черного цвета. Мы выбрали цвет достаточно нестандартный, но он очень интересно смотрится на этом кузове. Это цвет хаки, перламутр с хорошим зерном, и солнце как раз показывает его, и мы видим, как он раскрывается. И когда мы подошли к заднему бамперу, это вот достаточно сложный элемент также на этом автомобиле. Здесь, наверное, за каждый элемент можно сказать, что он не был прост в создании. У нас развилась достаточно такая ломаная щека. Мы выразили заводские элементы, сделали их гораздо массивнее. Дополнительный элемент более глубокий. Вначале мы хотели сзади ставить 3 элемента проблесковых маяков. Один из них это стоп-сигнал нижний, 2 выше центральных это
маяки, которые сигнализируют о том, что нажата кнопка Kickdown. Вот, достаточно интересная идея, но чтобы не нарушать гарантию, мы не стали этого делать и поставили снизу просто отражатель световой. И когда мы переходим к насадкам, здесь видно их нестандартную такую форму, нестандартный подход. Это цельный кусок алюминия, отфрезерован, покрыт специальной краской, которая выдерживает температуру 1000 градусов. И у нее такая интересная форма, напоминающая сопла турбины. Нам эта идея также понравилась. На нескольких автомобилях с завода такой элемент присутствует, просто не в такой выразительной форме. И мы переходим к спойлерам. Это такой декоративный элемент именно на этом кузове. Обычно у нас спойлер является аэродинамическим элементом, аэродинамичным. Здесь это такой декоративный. Вот верхний у нас может выполнять аэродинамичную функцию. У нас здесь также проход воздуха есть. У нас толщина его каплевидная, как у крыла самолета. Вот. Есть дополнительные такие элементы. С одной стороны, мы можем рассматривать их как дополнительный отвод завихрения, но больше мы акцент ставили на том, что они интересно выглядят и продолжают ломаный стиль самого Lamborghini. Мы искренне надеемся, что вы получили удовольствие от нашего небольшого обзора и дадите рациональную оценку проделанной работе компании Cell Global Concept над этим уникальным автомобилем Lamborghini Urus. Lost in the game, no track of time, no